Друзья, забудьте все, что вы знали про современное кросс-кантри. Прошедший недавно в Чехии второй этап Кубка мира официально разорвал все шаблоны. Гоночные трассы стали настолько быстрыми, что некоторые команды даже начали ставить на свои двухподвесы гравийные покрышки. Ну а вечные рекорды легенд начинают трещать по швам. Друзья, здесь я, конечно же, имею в виду Нина Шуртера, который 6 раз побеждал на этой чешской трассе. В общем, это была историческая гонка, и сегодня, друзья, мы с вами подробно разберем 5 главных и самых интересных фактов из второго этапа Кубка мира в Нове место. И, друзья, с вами я, Василий Кочин, бренд-менеджер Scott. На этом канале я рассказываю о новинках Scott и своем увлечении спортом. Обязательно подпишитесь, если еще не подписаны. А также, друзья, подпишитесь на мой телеграм-канал Product Scott, где я публикую новости гораздо чаще, чем делаю ролики. Так вы всегда будете оставаться в курсе самых интересных событий. Но перед тем, как перейти к этим фактам, друзья, давайте с вами разберемся, что же это такое за Нове место. Исторически это настоящая мекка мирового кросс-кантри, одна из самых культовых и сложных и любимых трасс как среди гонщиков, так и среди фанатов. В этом году Чехия принимала второй этап Кубка мира, и контраст с открытием сезона получился просто колоссальным. Если помните, то на первом этапе в Южной Корее был настоящий хаос. Там поливал дождь и была жуткая грязь. Кстати, про ту безумную гонку и про главный секрет побед на ней я уже делал отдельный подробный ролик. Друзья, если вы его еще не смотрели, обязательно посмотрите, он очень интересный. Ссылочку я также оставлю в описании к этому видео. Короче, в Нове место все было совершенно по-другому. Вместо корейской грязи гонщиков встретила сухая, пыльная и каменистая трасса, где скорости взлетели до космических значений. Именно эти экстремальные скорости и заставили команды пойти на безумные шаги. Начать я хочу с главного феномена современного велоспорта. Томас Питкок вернулся на Кубок мира и снова доказал, что на этой трассе ему просто нет равных. Просто вдумайтесь, он не выступал на этапах кросс-кантри с прошлого лета. Приехал в Чехию практически без прикатки, сразу после тяжелых шоссейных гонок, и снова разнес всю элиту. Томас ехал на очень редком Pinarello Dogma XC в уникальной раскраске чемпиона Европы. Для тех, кто не в курсе, друзья, Pinarello – это вообще шоссейный гигант. А этот велик они создали с нуля специально под Тома. Вообще в пелотоне Кубка такие велики – это очень редкий эксклюзив. Ну скажите, много вы видели горных великов Pinarello на гонках? Вот и я тоже. А этот чувак приезжает и просто надирает всем задницу. На самом деле статистика Тома в маунтинбайке меня реально пугает. Начиная с 2021 года в элитном кросс-кантри он стартовал всего 13 раз и выиграл из них 9 гонок. Получается, его статистика 69% побед. Друзья, для современного кросс-кантри такая плотность побед – это просто какая-то космическая статистика. Правда, в этот раз легкой прогулки у него не получилось. Сам Питкок после финиша признался, что это была одна из самых тяжелых гонок в его жизни. Молодой француз Люка Мартин выдал невероятный заезд и буквально заставил олимпийского чемпиона терпеть, страдать и выкладываться на все 100% на каждом подъеме. Но Питкок, конечно же, очень опытный гонщик. Он вовремя атаковал и уехал в сольный отрыв. В общем, эта победа принесла ему не просто золото, она вплотную приблизила его к историческому триумфу, который еще недавно казался абсолютно недостижимым. Следующий факт касается Нины Шуртера. Друзья, вы все знаете легенду маунтинбайка, олимпийского чемпиона и многократного победителя кубков и чемпионатов мира по кросс-кантри. Так вот, его рекорд в истории маунтинбайка официально висит на волоске. Несмотря на то, что Нина уже завершил свою профессиональную карьеру, он продолжает удерживать статус абсолютного и единоличного короля трассы в Нове место. За свою карьеру в элите он побеждал здесь целых 6 раз. Казалось бы, что такой рекорд должен остаться вечным, но Том Питкок после этих выходных подобрался к швейцарцу вплотную, и теперь у Тома в Чехии уже 5 побед. Причем, друзья, если Нина собирал свои триумфы годами, то Питкок просто взял эту трассу штурмом. Он выиграл здесь 4 гонки кросс-кантри подряд, начиная с 2021 года. Для сравнения, самая длинная победная серия Шуртера в Нове место составляла всего 3 года подряд, с 2012 по 2014 год.
Сейчас они вдвоем входят в суперэлитный закрытый клуб гонщиков, которые умудрялись побеждать в Чехии несколько лет подряд. Но с такой пугающей формой британца уже в следующем году Нино Шуртеру, похоже, придется потесниться на своем троне. Друзья, как вы думаете, обойдет ли Томас Нино по общему числу побед в новое место? Пишите свое мнение в комментариях, ну а мы двигаемся дальше. А теперь, друзья, переходим к самому громкому техническому скандалу этого этапа, от которого у любителей классического МТБ знатно подгорело. Команда Cannondale Factory Racing устроила настоящий шок-контент в гонке короткого кросс-кантри. Короче, они выкатили свои топовые гоночные двухподвесы Cannondale Scalpel на высокопрофильных аэродинамических колесах Reserve, которые изначально разрабатывались для гравийников. Но на колесах они тоже не остановились. Вместо привычной широкой МТБ-резины они натянули на эти обода узкие полуслики швальбы шириной всего 2,1 дюйма. Это где-то 45-50 мм. Ну, то есть гравийные покрышки. Ну, скажите, когда вы в последний раз видели современный горный двухподвес на узких гравийных покрышках и с шоссейным профилем колес? Выглядит это, мягко говоря, специфически. Но зачем вообще был нужен этот эксперимент? А тут все очень просто. Это чистая физика и сухой расчет. Трасса шорт-трека в нове место была супер сухой и быстрой. Там было много асфальта и укатанного грунта. А средняя скорость гонщиков уходила далеко за 40 км в час. В таких условиях аэродинамика решала все. Высокий профиль колес дал гонщикам преимущество на пару-тройку ватт на прямых участках против ветра. А за счет того, что покрышки были узкими, они скинули лишний вес и получили лучший накат. Ну и, конечно, этот гравийный сетап получился еще и легче стандартных широких колес для маунтинбайка. Кстати, и по правилам UCI все было легально. Высота профиля не превышала лимит в 65 мм. Но когда об этом вышла новость на пинбайке, фанаты в комментариях устроили настоящий срач. Всех возмутило, что современное кросс-кантри превращают в паркетное шоссе. Болельщики пожаловались, что организаторы делают слишком простые трассы, раз на них выгодно ехать на гравийных колесах. Но, конечно, гонщикам и инженерам плевать на этот срач. Их работа – ехать максимально быстро и побеждать там и в тех условиях, в которых они оказались. Правда, это техническое ноу-хау гонщикам Cannondale особо не помогло. Накат по прямым – это, конечно, круто, но когда вокруг тебя локтями толкаются соперники, голая физика и аэродинамика отходят на второй план. Друзья, а как вы относитесь к таким экспериментам? Гравийные колеса на Кубке мира по олимпийскому кросс-кантри? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне реально интересно узнать ваше мнение. Если вы думали, что гравийные колеса – это единственные хай-тек гонки, то взгляните на подиум. Эпоха механических блокировок подвески и кучи тросиков на руле окончательно уходит. На этом этапе произошло тотальное доминирование умной электронной системы подвески RockShox Flight Attendant. Друзья, Flight Attendant – это умная электронная беспроводная система управления подвеской. На велосипеде стоят специальные датчики, которые за доли секунды считывают рельеф трассы и настраивают под него режим работы амортизаторов. Практически каждый спортсмен, попавший в топ-5, ехал на подвеске, которая сама с помощью датчиков и искусственного интеллекта решала, когда заблокировать амортизатор, а когда открыть его на полную. Кстати, в мужской элите отметился и Филиппо Коломбо из Scott SRAM. Он заехал на 3-е место на новеньком Scott Spark следующего поколения, который, кстати, также работал с умной подвеской Flight Attendant. Друзья, о новом поколении Spark я делал интересный ролик, где разобрал все шпионские фото с открытия Кубка мира в Корее. Обязательно посмотрите его, если еще не смотрели. Ссылочку я также оставлю в описании к этому ролику. В общем, будущее уже наступило, и без умных технологий выиграть сегодня Кубок мира получается уже невозможно. Друзья, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по поводу искусственного интеллекта в современных амортизаторах. И если в мужском кросс-кантри все обсуждали Питкока и технологии, то в женской гонке случился настоящий бенефис одного бренда. Трассу в нове место буквально покорили гонщицы на велосипедах Specialized. Главной героиней стала Лаура Стигер. Австрийка выдала тактически идеальный заезд. Она грамотно разложила силы по дистанции, вовремя включилась в финальную разборку и вырвала победу на финишной прямой. Но самое интересное, если посмотреть на итоговый протокол элиты, то в топ-5 по мужчинам и женщинам заехали сразу 3 гонщика на байках Specialized.
Правда, Скотт на чешском этапе тоже чувствовал себя отлично, особенно в мужской гонке. В топ-5 заехали сразу 2 гонщика на новых Scott Spark следующего поколения. Филиппо Коломбо вырвал бронзу, а замкнул 5 сильнейших швейцарец Фабио Пюнтинер. И на самом деле присутствие Скотт было бы еще мощнее, если бы у молодого американца Бёрна Райли не случилась проблема на одном из техничных участков. Он железно претендовал на топ-5, но на одном из каменистых участков у него просто сорвало покрышку, в результате чего он финишировал 23-м. Но если отбросить эмоции и посмотреть на сухие цифры, то топ брендов, которые сейчас тотально доминируют на мировом кросс-кантри, будут Specialized, Scott, Canyon, ну и еще Cannondale, и все они на 29-х колесах. В общем, борьба технологий между этими гигантами сейчас находится на пике формы. Друзья, вот таким вот получился второй этап Кубка мира по кросс-кантри в Нове место с историческими рекордами, провальными гравийными экспериментами и тотальным наступлением умной электроники. Жду вашего мнения в комментариях, что из этих фактов или технических решений удивило вас больше всего. Ну и не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если еще этого не сделали. А мы с вами, друзья, увидимся в следующем ролике.